Всем привет, с вами радио Валерий FM, и сегодня в меню тема окружения, а точнее линия в лунных узлах. Сразу скажу, что этот подкаст — это мини-версия огромнейших 2 лекций на курсе «Глубина». Но здесь я решила дать, потому что вчера я общалась со своей ученицей, и она мне сказала такую классную фразу, типа: вот у меня 6 и 2 в узлах, а это значит, что 6 и 2 мое корректное окружение, в котором мне комфортно. Спойлер: нет. Дело вообще не в профилях. Узлы, лунные узлы — это неподвижная точка на карте, относительно которой делаются определенные расчеты. Кету, южный узел, он же нижняя скобочка, это наша карма. То есть это наработки, назовем это из прошлой жизни, или можно сказать, что это наработки родовые. То есть род ваш работал, там старался, и вам на генетическом уровне это передалось в готовом виде. Это то, что вы в принципе умеете делать. Как вы это используете, дело 125, но вы это точно умеете. У вас это точно встроенная опция. А вот северный узел, он же Раху, он же верхняя скобочка, это наша дхарма. Это качество души, которое нам предстоит открывать всю свою жизнь. А если у кого-то есть фантазия о том, что дхарма, предназначение, миссия — это что-то такое, что можно один раз найти и как бы все, я вас разочарую. Это то, что мы ищем и находим в течение всей жизни. И с разных сторон это открывается, и по-разному это стимулируется, и по-разному это проживается, страдается, выплакивается, трансформируется и так далее. Это то, к чему мы стремимся. И, конечно же, как и все вообще уроки нашей жизни, тема кармы и дхармы сопряжена с другими людьми. Это наше окружение, которое позволяет нам качественно проходить свои уроки. Например, в контексте кармы линия показывает нам качество окружения, которое помогает нам сделать так, чтобы наша карма не разрушала нас, а служила нам подспорьем таким, да, ресурсом. То же самое, это же качество окружения помогает нам раскрыть нашу дхарму, не потеряться, не убиться, не умереть в страданиях и иллюзиях. Теперь смотрим дальше. Да, быстренько, кратенько, вообще очень-очень кратенько, потому что я напоминаю, это аж целых 2 огромные часовые лекции на отдельном курсе, поэтому вдаваться в детали я не стану. Итак, первая линия. Если у вас узлы первой линии, то вы раскрываетесь среди искателей, среди людей, которым мало предложенной информации, людей, которые интересуются новым, неусидчивые такие, которым до всего есть дело, которые куда-то бегут, куда-то торопятся, что-то делают, что-то изучают, которые великие мастера своего дела. Очень часто это очень узкие специалисты, которые там 20 лет назад выбрали профессию, и вот ее, повышают квалификации, вытаскивают на новые уровни, там чего-то добиваются и так далее. И вот здесь, смотрите, еще раз я повторюсь. То есть это то окружение, среди которого ваша карма не будет вас разрушать, а ваша дхарма будет раскрываться. Я пользуюсь терминологией ведической, потому что она такая привычная, заезженная еще с семицентрового мира, и я думаю, что большинство она более понятная, нежели как наработанное следствие и предполагаемый потенциал. Двигаемся дальше. Вторая линия — это очень талантливые люди, люди, которые очень мало про себя знают, такие скромняги до определенного момента. Это, знаете, наверное, у каждого в окружении есть такой человек, который, никто про него не знал. А он, бац, оказывается, он как умеет, да? Вот эта тема вторых линий. Это скрытное окружение, которое живет свою уединенную какую-то жизнь. При этом оно в чем-то супер талантливо, но об этом, как правило, очень мало кто знает, потому что они там никому ничего не показывают, сидят там сами с собой и так далее. Я тут так недавно узнала, что один мой приятель, оказывается, талантливейший скульптор.
И вообще все знакомые, когда я им всем рассказала, не знал никто, а человек просто 10 лет у себя дома ваяет потрясающие скульптуры, лица, фигуры, просто в свой кайф, да, там ля-ля, тра-ля-ля, зачем кому-то рассказывать. И как если у вас двойка, вторая линия определена лунными узлами, это говорит о том, что вы наиболее раскроетесь правильно, красиво, роскошно среди людей, которые мастера своего дела, очень увлеченные, очень погруженные в этот процесс, такие творцы. Творцы, но при этом, как любая двойка, не будем забывать, что это немножко извращенная в контексте общепринятых норм, извращенная природа, не такая, как все, выделяющаяся. Далее, третья линия нам всегда говорит об окружении, которым все надо потыкать, не просто узнать, а все перепроверить. Это люди с богатым жизненным опытом. Богатым в контексте много чего попробовал, много чего пережил, много где жил. Это работает, это не работает, это правильно, это неправильно. Сюда можно ехать, сюда ехать нельзя. И узлы третьей линии — это всегда про деятельное окружение. Не то, которое сидит, рассуждает, не то, которое там копается в книжках, не то, которое о чем-то мечтает, а то, которое постоянно делает, которое постоянно, регулярно находится в движении. Если у вас узлы определены третьими линиями, то, соответственно, окружение, в котором вы раскрываетесь, это то, которое бесконечно движется, которым всего мало, которые постоянно куда-то бегут, к чему-то стремятся, что-то пробуют, падают, встают, заново бегут, снова спотыкаются, падают, встают, и бесконечно. То есть это люди движения. Четвертая линия — это окружение, которое просто заточено на отношения, на связи, на дружбу. И это такая большая близость. И больше всего, соответственно, вы будете раскрываться в отношениях и в дружбе. Вот так вы устроены. Если у вас крепкая семья, вы будете супер процветать. Если у вас крутые, классные друзья, вы будете супер процветать. Если у вас этого нет, то сорян. Далее, пятая линия — это люди, имеющие в своем основании огромный опыт очарований и разочарований. Тема ожидания и реальность. Это практичные люди, которые хорошо знают, что не все мечты должны сбыться, не всем желаниям суждено сбыться, да вот как бы их с этим совсем. Это как раз про конверсию желаний. Решает подход, когда количество выполненных желаний достигается за счет количества загаданных желаний. То есть я об этом уже несколько раз говорила и в чатах, и учебных, и в общем чате, что самое важное — это поднять конверсию. Потому что когда у вас 10 желаний, из которых сбывается 2, конечно, руки опускаются, мозг такой: фи, я больше не дам гормонов, нафиг что-то делать, у меня ничего не получается. Но когда у вас сбывается 20 из 100, это уже совсем другая история, что, блин, а может быть, можно было еще. И когда сбывается 200 из 1000, это вообще другая история. Ну и, конечно, когда 2000 из 10 тысяч сбываются, тебе на вот эти 8000 по херам просто. Не сбылось, да и ладно. И вот пятая линия, она как раз про вот эту практичность. Неудачи будут всегда. Всегда вообще. Ты не можешь постоянно быть на вершине успеха, потому что наш организм цикличен, природа циклична, все вообще циклично. И пятая линия, она как раз нам про универсализированный рецепт, как тебе проживать личную вот эту вот смену времен года, как тебе вот эти вот полосы свои личные проживать. И тут очень важно, когда мы видим узлы в пятой линии, во-первых, мы сразу понимаем, что это человек огромных ожиданий родителя, который чаще всего очень стремится быть хорошим, правильным, оправдать, да, там: мама, папа, посмотрите, какой я классный. И другой момент, соответственно, это переносится в жизнь уже на партнеров, предавать себя ради того, чтобы тебя похвалили, любили там и так далее. Когда мы видим таких людей, мы понимаем, что вот эти ребята либо выберутся из этого, и тогда это люди, которые точно понимают, чего они хотят, как хотят, сколько хотят, и не соглашаются на меньшее. Либо, ну, увы. И, соответственно, если узлы определены гексаграммами в пятых линий, это про человека, который в жизни
раскрывается рядом с людьми, которые точно знают, чего хотят, как этого достичь. Если они окружены какими-то, ой, ну не знаю, то ли еж, то ли корова, а вот мне, ну не знаю. Вот если вот такое происходит, то и сам носитель пятых линий скатывается в инфантильность, ничего не делает, никуда не идет и прозябает свою жизнь в иллюзиях очарования, когда потом больно очень разбиваться, потому что ожидания, подпитываемые иллюзией инфантильности, они всегда приводят к краху, всегда. Ожидания, которые подпитаны иллюзиями собственной силы, собственных желаний, даже при разбитии сохраняют внутренний резерв энергии для решения этих ситуаций. Условно говоря, если вы очаровываетесь из своих желаний, настоящих желаний, как со мной можно, как со мной нельзя, то даже если вы разочаровываетесь, у вас есть силы на то, чтобы преодолеть это препятствие. Если же вы очаровываетесь из позиции ожидания замков розовых, сладких пони, что обязательно что-нибудь произойдет, и кто-нибудь меня спасет, и я вот ничего делать в жизни не буду, то вот такие иллюзии очень больно разбиваются, и такие проекции не жизнеспособны. Поэтому если у вас узлы в пятых линиях, поздравляю, вы раскрываетесь только внутри общества, которое знает, чего хочет, знает, как хочет, не согласна на меньшее и действует из себя. Ну и, конечно, шестая линия, мои любимчики, тема разочарования глобального масштаба, либо идеализация процессов. Это окружение людей с огромным, многогранным, духовным и физическим жизненным опытом. Если у вас узлы стоят в гексаграммах шестых линий, то для вас очень важно, чтобы ваше окружение было умнее вас, мудрее вас, опытнее вас, богаче вас, успешнее вас. И только в таком обществе вы сможете по-настоящему раскрыть свои дары. Это если совсем просто супер-мега-пупер кратко. Ну и просто посмотрите южный северный узел. У меня южные узлы это 59,5 и 29,3. Говорить «да» и быть сексуальной я умею по умолчанию. Это генетическая моя особенность. И я прям смело говорю, что это генетика, потому что у моей мамы есть канал 59,6. И это действительно очень сексуальная женщина. До сих пор в своем возрасте она потрясающе притягательна. Она прям кружит головы молодым мужчинам. И это генетический фактор, унаследованный от нее, да, плюс еще мой отец, он тоже там в свои, вот отпраздновал свои 60 лет, и это тоже очень сексуальный, такой либидоносный мужчина, на которого до сих пор западают и молодые женщины, там пишут, ходят косяками. Ну, в общем, история интересная, забавная. Так что это наследуемый фактор. И там генераторы, да, и поэтому да, что такое «да», говорить «да», это тоже мне досталось по наследству, то есть я этого не придумала, я с этим пришла. А вот чему мне стоило бы научиться, да, и чему я буду учиться всю свою жизнь, это тема 55,5 и 33, не сгорать в огне собственных желаний, не ставить свои желания во главу угла, потому что эмоциональный центр не определен, да, 30-й гексаграмма в неопределенном у меня эмоциональном центре, поэтому не сгорать в огне желаний, не позволять. И 55-й в пятой линии тоже в неопределенном центре воспитывать свой дух не через драму истерики, а через внутреннюю силу и внутреннюю опору на себя. И, соответственно, где я раскрываюсь? Тема 3-й и 5-й линии. В обществе людей, которые очень деятельные, очень напористые, очень куда-то бегут, стремятся, экспериментируют, пробуют, падают, встают, снова падают, снова встают, не останавливаются. И при этом точно знают, чего они хотят, куда они хотят прийти, что им нужно для этого. Не боятся просить помощи. Тема 5-й линии, да, не боятся не только самому спасать всех подряд, но и не боятся просить помощи. И вот в этом, по идее,
я могу раскрыться. К слову, у меня действительно такое окружение, люди бурной деятельности с огромным жизненным опытом разочарования в собственных иллюзиях. Поэтому практичность, которую другие люди отмечают в моем окружении, я знаю их цену. Эта практичность с неба не взялась. Это люди, которые миллионы раз разбивались об собственные иллюзии и очень ранились там. Поэтому, конечно, сейчас они такие трезвые, модные. После возврата Сатурна все такие уже, я-то знаю, я-то на опыте. Но я знаю, как оно было и какой ценой им досталась эта практичность. И, конечно, в их окружении я расту, обуславливаюсь этим вайбом и сама начинаю тоже являть это. На этом, пожалуй, все. Спойлер. Разбирать карты в комментариях под аудио я не буду, потому что тема большая, тема непростая. Но надеюсь, что-то вам попадет, и вы сможете взять отсюда пользу для себя и для своего пути проявленности. Всех люблю, обнимаю, целую. Вы самые чудесные люди на свете.